Я приветствую вас, представители знака зодиака Водолей. Прогноз Таро, цыганский старинный пасьянс, события ближайшего будущего, события недели с 17 по 23 февраля. Давайте узнаем подсказки карт. И я же буду благодарна вашим комментариям, поскольку вот такие короткие видео недельного прогноза и одновременно пасьянсы, они прежде на моем канале были значительно чаще. И я вот решила объединить эти два направления и буду рада узнать. Откликнитесь, пожалуйста, как для вас это проигрывается. Или нравится, не нравится. Мы же идем дальше. Будем реалистами, безусловно, поскольку любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но мы, я надеюсь, проведем приятное время и какой-то альтернативный вариант. Вот эти образы карт, как и таро, так и мелких карт. Никогда не знаешь, что там выпадет. Вам дадут подсказку или пазл какой-то у вас сложится, мои дорогие водолеи. Итак, события ближайшего будущего, ближайшего времени. 7 дней, не такой большой срок. Давайте рассмотрим. Итак, что же для вас? Деньги. Или концепция денег, получение денег, или откуда к вам приходят деньги, как новая концепция заработка, дополнительный доход, вопросы семьи, вопросы взаимоотношений в семье, вопросы места вашего пребывания, проживания или то, что вы планируете, куда вы собираетесь отправиться. Семейный очаг – это вот где мы находимся или собираемся находиться. Мы можем согласовывать что-то по документам, просчитывать, организовывать свою жизнь. Или буквально кто-то делает ремонты. Это как и 4 стены, то есть пребывание, так и взаимодействие с домочадцами, с нашими близкими. Деньги, дом, личная жизнь. По крайней мере, вот с первых карт нам дали такое направление. Смотрим, что же нам подскажут еще карты на этот период 7 дней. Любовь, лебедь, искренность, искренние отношения. Есть человек, который за вас сопереживает. Причем точно сопереживает, потому что выпадает еще вот как череп. Это не есть, ну, как какая-то заминка в реальности. Это больше на уровне эмоций. Это вы сами можете сомневаться в первую очередь в чем-то. Может быть, сомневаться в человеке. Но лебедь тогда нам будет говорить, что какая-то история, скорее всего, должна быть продолжена. Не бегите, может быть, впереди паровоза. Дайте возможность Вселенной раскрыть перед вами какую-то новую совершенно концепцию взаимоотношений. Может быть и так. Или когда вы можете убедиться, что действительно тот человек, в котором вы сомневаетесь, готов вам оказать какое-то содействие. Конечно, у каждого своя история. Флирт говорит вам, вот этот кот изображенный, и хорошее настроение. Согласования, скорее всего, в эту неделю пройдут в высоких инстанциях или с людьми, может быть, разговоры, как с руководителями, или с теми людьми, у которых много рычагов влияния. Они могут как-то либо решить ваш вопрос, либо посодействовать. Или вы сами отправитесь в высокие инстанции, получать, опять же, те самые документы. Смотрю, что у вас еще совпало. И мы можем соединить крайние ряды, и у вас совпадает уверенность. Якорь. Очень хороший символ. Поэтому не сомневайтесь. Все у вас идет своим чередом. Я вот вижу так. Смотрю, что у вас еще совпало. Не вижу, мои дорогие водолеи, еще совпадений. Давайте узнаем на картах Таро. И мы рассмотрим разные сферы жизни. Вот так выпадает карта Императрица. Любой план может быть осуществим, хотя у кого-то на кону, но изменение вашей как и личной жизни, так и вашей деловой сферы, ваших достижений, новое творчество, новая работа,
как новый статус. Статус через либо должность, либо личную жизнь. На кону ваше благополучие. Для вас, мои дорогие мужчины, это может быть важная женщина в вашей жизни. И кто угодно. Любимая женщина, мать или руководитель. Или какие-то контакты. Вот на этой неделе небольшой срок. Через женщину. Может быть, она вам оказывает содействие. Или вам с ней нужно договориться. Или притягательная женщина, с которой хочется познакомиться поближе. Почему нет, мои дорогие девочки? Это ваше, где-то ваш статус, ваши возможности, ваше благополучие в центре внимания на этой неделе. Занимайтесь только тем, что важно для вас. Вот об этом будут говорить карты. Хотя для кого-то из вас может и означать сообразно возрасту и вашим целям. Я жду ребенка или желание стать мамой. Давайте мы достанем, тем не менее. Ну, правда, карта императрицы. Соединяется как нельзя лучше с десяткой кубков. И это сфера достижений. Может быть, съехаться с любимым человеком, отправиться, оформить отношения, или вместе совершить какое-то путешествие, или согласовать какие-то вопросы, пусть даже в высоких инстанциях, договориться, чтобы как раз и прийти к этому счастью. Или чтобы у вас осуществилось какое-то желание. И я тогда по этим двум картам могу сказать доброй энергии, полный вперед. Будут и те моменты, когда вам придется подождать, часто по семерке пентаклей, вынужденное ожидание документов, важных бумаг или денег. Мы можем ожидать. И этот контекст мы не изменим. Это как присутствует определенный регламент. Я всегда об этом говорю. Тут нужно это ожидание отличать от пустого ожидания. Или когда мы ничего не делаем, сидим и ждем. Что мы ждем, непонятно. Может быть, нам кто-то пообещал, и тоже ни шатка, ни валка. Ни да, ни нет. А мы все продолжаем ждать. Ну, тогда эту концепцию нужно подвести к финалу. А если все же это действительно сопряжено, когда вы продумываете, каким образом заработать деньги, или когда вы ждете важный документ, или кто-то ждет, может быть, получения кредита, или наоборот, вы закрываете кредит. И здесь добрые дела наспех не делаются. Поэтому различайте, что же для вас это может быть. Но я здесь больше вижу именно по части денег и документов, какие-то важные согласования, получения, или когда вы куда-то, может быть, и отправляетесь, и это будет сделать совершенно необходимо, чтобы прояснить какую-то ситуацию. Ну, где-то быстро это не будет. Давайте я посмотрю, хотя очень интересно, вам выпали карты, которые бы сказал больше свидетельствуют о сфере любви и личной жизни. Но доброй энергии на все ваши начинания, достижения на этой неделе. Давайте узнаем, а что же в любви, в отношениях и в личной жизни? Праздник. Хотя я допускаю, у кого-то любовный треугольник, и тогда императрица никогда не бывает в любовных треугольниках. И с какой стороны бы мы этого треугольника не находились, нас это разрушает. Либо мы сами на перепутье, какой выбрать, какого партнера, одного или второго, или мы находимся как в заложниках, мои дорогие. Вот это тогда пустое ожидание тоже может означать. Мы в зависимом положении от человека. Выбор он сделает в пользу нас или в пользу кого-то еще. Поэтому если вот этот момент проигрывается, помните, что у вас сейчас добрая энергия как раз разобраться с тысячей неопределенностей или с теми людьми, которые вас пытаются словно держать в заложниках отношений. Но я надеюсь, это для большинства, правда, праздник, когда какая-то радость. Деньги будут, деньги есть. Одна из лучших карт в колоде на деньги. Есть возможность заработать. Девятка пентаклей где-то говорит, ты должен поступать, ну, как-то немножко быть самому по себе. Потому что ряд вопросов вы должны именно сами решать. За вас их никто не решит. Но у вас для этого очень хорошие энергии, предпосылки, возможности. Вам как, ну, как зеленый путь открывает Вселенная, мои дорогие водолеи. Правда, вы тут можете многое согласовать, со многими вопросами разобраться. В конечном итоге добрая энергия на этой неделе, как и на достижение, так и разобраться по части личной жизни. Но где-то, говорит карта, может быть, кто-то из вас предпочтет заработки в личной жизни. И такое тоже могу предположить. А нам карта еще говорит по справедливости. Поступай. И это будет касаться, ну, разрешения каких-то непонятных ситуаций. С другой стороны, может быть, вот как раз это ожидание какое-то, может, согласованиями быть связано, как я уже говорила, или получением
юридического какого-то документа. Держите внутренний баланс, безусловно. Императрица со всеми умеет договориться. И вот этот баланс, весы, чаши весов, это как внутренняя гармония в душе. Безусловно, по личной жизни иди только в те отношения, могут сказать, например, так, карты, как подсказка. Или связывай свою судьбу, или какое-то продолжение ваших отношений с теми людьми, которые готовы что-то сделать на практике, буквально оформить документ, оформить ваши отношения. Или если это будет касаться каких-то других вопросов, значит, все равно через документы, через букву закона, как будто вы укрепляете свои позиции. Может быть, это и через банки какие-то вопросы вы решаете, да, закрываете кредиты, открываете, и значит, здесь не время эмоциям. Что-то вы можете согласовать. Здесь у вас добрые энергии идут, как и на личную жизнь. Даже пусть это вы с чиновниками или с какими-то людьми, представителями власти, может быть, это юристы, с чем бы вы тут ни сталкивались, вы можете получить, мои дорогие водолеи, какой-то добрый эффект. Но договариваться придется. И от того, как вы правильно приложите свои усилия в чем-то или выстроите концепцию разговора с конкретным человеком, будет зависеть как и праздник, так и победа, так и ваше благополучие. Давайте мы своеобразный совет. Достанем 3 карты и спросим, как совет, чему нужно уделить внимание, каким или сферам, что обустроить, что согласовать, в чем навести порядок. В чем навести порядок. Безусловно, и в мыслях, безусловно, в вашей независимой позиции, когда себя сохранять придется, прообраз Юдифи. Помнить нужно, что какую-то свою задумку, проект она выполнила и осуществила в одиночку, и ей это помогало, потому что никто не знал, никто не предполагал, куда она отправилась, что она намеревается делать. Храните молчание, мои дорогие водолеи, вам это буквально помогает. И если вы сталкиваетесь с каким-то противодействием или интуиция, шестое чувство, которое будет у вас работать достаточно неплохо, вы можете чувствовать, что мне сейчас как будто нужно отступить полшага назад. Значит, это необходимо сделать. Лучше отойти словно в тень, оказаться, таким своеобразной невидимкой, нежели на чем-то своем настаивать. Не привлекать к себе внимание, может быть, даже вот такой момент, и продолжать то намерение осуществлять, чему вы отдадите интерес или предпочтение. Нам ведь уже сказали, императрица, она в центре собственных интересов. И вот эта карта Королева мечей. Это карта независимости. И будьте внимательны, вам могут транслировать одно, а думать совершенно другое. Обратите, я именно хочу заострить внимание, много птиц вокруг нашей королевы. По сути дела, это вы сами. Это ваша, как стихия воздуха. И все же карта нам о чем говорит? Вот много информации или много птиц, как прообраз, да, новостей или какого-то информационного даже хаоса, может быть, у каждого по-своему. Но вот одна птичка совершенно так беззаботно приближается к кошке. И ей кажется, милый зверь, ничего не угрожает. А мы с вами знаем, что прыжок кошки молниеносен, а когти смертельно опасны. Поэтому правильно работайте с информацией. А ваше молчание вас бережет. Что же еще нужно вам организовать или в чем навести порядок? В своей победе. Победа будет. Но карта шестерка жезлов не говорит, что мы расслабляемся. Нам говорят, что вы какое-то решение в последующем можете обнародовать, что вот словно овации вот этой публики или вот этого народа, который приветствует нашего победителя. Вот и вы что-то подобное можете проделать, совершить, а победитель нам выглядит достаточно уставшим. Его как будто не радуют эти овации и вот этот восторг, что ему аплодируют, кричат. Он знает цену победе. И он понимает, что эту победу ему придется сохранять. Иначе все пойдет наперекосяк, если он ослабит хватку или внимание. Поэтому придется где-то что-либо для вас постоянно держать над контролем. Или вот эту победу сохранять. Может быть, где-то анализировать то, что говорят люди. Перед тем, как перейти к действиям. Неспешно подумать, к чему это мой шаг может привести. То есть поработа мыслей вашего интеллекта на последующий период, не только этой недели, а туда с заходом на март.
будет необходимо. Для вас это надо как организовать или навести в этой самой победе порядок, чтобы она была продолжена, чтобы этот успех за, может быть, эту неделю не был растрачен впустую, а был переложен в какие-то новые добрые направления, в какую-то практику жизни, потому что король Пентаклей всегда практик. Это тот, который создал себя сам, и он прошел очень сложный путь. Его жизнь не раз ставила в тупик, поэтому он стал материалистом, по сути дела. Да, у него с вдохновением сложновато, но зато у него хорошо с деньгами, и он правильно может оценивать ту ситуацию, которая присутствует в реальности. Поэтому все то, что касается денег, заработка, конкретных согласований, может быть, и через закон, через какие-то важные бумаги, вопросы вашего места пребывания. Все это в целом основное направление, как минимум на эту неделю. Быть реалистом. И энергии у императрицы приблизительно таковы. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.